Недавно компания NCSoft внезапно анонсировала новую игру по франшизе Lineage, таинственно обозвав все это дело Journey of Monarch, путешествие монарха, и пообещав в скором времени подробности вместе с запуском тизер-сайта проекта 9 сентября. Слова с делом не разошлись, и на днях вышеупомянутый тизер-сайт действительно был запущен. Правда, яснее от этого не стало. Тем не менее, давайте попробуем разобраться, что это за шарада такая новая ММО или не ММО Journey of Monarch. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать нас как контент-мейкеров. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролики с Гоха Медиа дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра ММО и РПГ с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Goha.ru, и мы начинаем. Для начала, разумеется, предлагаю ознакомиться с тизер-трейлером, который был приурочен, собственно, к старту тизер-сайта. Называется все это дело Journey to the Mainland of Your Dreams, то есть путешествие на основную землю твоей мечты. И, ну вот, забегая вперед, я, конечно же, все это дело посмотрел на трансляциях. Приходите, если что, стримлю по-прежнему по понедельникам. Максимально мутно, как я и написал в названии ролика, максимально мутно, максимально расплывчато, ничего не понятно. Ну, кроме, собственно, того, что действительно будет иметь место быть некое путешествие монарха. И все это дело, разумеется, связано с линейкой. С какой линейкой? Ну, я думаю, не нужно объяснять. Те люди, которые вообще в принципе понимают что-то в линейке, уразумели сразу, да, что с визуальной точки зрения это напоминает Lineage W. И вот, как я и говорил, вот эти вот странные, мутные сообщения, по-другому это не назовешь. Ну, короче, даже если остановить, вот что самое интересное, ролик и вчитываться в это все равно, ну, во-первых, ни черта непонятно из-за шрифта, а во-вторых, просто, ну, мутно. Мутно и ничего не понятно. The boss is yours alone. Что? Босс для тебя в одиночку? Непонятно. Как это все коррелирует с ММО, на мой взгляд, ну никак. Выглядит вообще как будто бы это какой-то синглплеер. Но опять же, еще раз, с визуальной точки зрения, конечно же, напоминает Lineage W, Journey to the Mainland of Your Dreams. Ну и нам сообщают, конечно же, из вот прям действительно полезного, это то, что игра в предрегистрацию выкатывается 30 сентября. Еще один довольно интересный момент. Дело в том, что у игры есть свой YouTube-канал, и здесь одновременно вышло 4 ролика на разных языках. То есть, ну, один и тот же ролик на разных языках. Корейский, китайский, японский и, что немаловажно, английский. Вот английский мы посмотрели, но, честно говоря, как бы, судя по просмотрам, особого ажиотажа не вызвал этот ролик у англоговорящей части пользователей YouTube. Зато смотрим вот на корейский 128 тысяч просмотров при 362 подписчиках, что очень и очень недурно. Какой из этого можно сделать вывод? Ну, прежде всего, это то, что как бы для Journey of Monarch основной регион на текущем этапе азиатский. Ну, так как еще есть и английский вариант, можно предположить, что, ну, наверное, можно будет зайти и в азиатский вариант этой игры со своим английским, может быть. И, вероятнее всего, то, что есть некие глобальные амбиции. Но, еще раз, изначально это прежде всего какой-то азиатский регион для какой-то странной игры. ММО, не ММО, непонятно. Но некоторые предположения есть. Давайте все-таки немножечко систематизируем полученную информацию. Итак, недавно, как я уже упомянул, NCSoft анонсировала игру Journey of Monarch, разрабатываемую по легендарной франшизе Lineage, с заверениями о том, что подробности проекта опубликуют 9 сентября, когда будет запущен тизер-сайт. Также, и это немаловажно, сразу стало известно, что релиз игры запланирован на 4-й квартал 2024 года. И это, в общем-то, сразу возбудило фантазию некоторых пользователей, начали говорить о том, что, вероятнее всего, речь идет о какой-то очередной кроссплатформенной мобильной дрочильне, слепленной на коленке, чтобы срубить по-быстрому бабла, на что я, кстати, в Телеграме в своем справедливо возразил, мол, ребят, ну, у них уже была возможность у NCSoft сделать нечто подобное с Throne and Liberty, мы могли это наблюдать все на первом корейском ЗБТ, чем закончилось, напоминать не буду. Кроме того, то, что по игре не было никакой информации, не говорит о том, что над ней не работали, тем более, что вот недавно мы узнали, в недрах NCSoft ведется работа, как
как будто бы сразу над двумя новыми линейками. Одна из них это Lineage 3, недавно выходил ролик, посвященный этому проекту, ну, вероятнее всего Lineage 3. И вторая это что-то под кодовым названием Lineage Classic, но не тот Classic, который Classic, а скорее некое логическое продолжение Lineage W. И вот здесь уже теплее, потому что, как я упомянул при просмотре трейлера, ну, стилистически, вот этот вот Journey of Monarch очень и очень похоже на Lineage W. И сюрприз-сюрприз, Lineage W как-то и вот рассчитана как раз-таки на азиатский регион. Я напоминаю, то есть дальше азиатского региона она по какой-то причине не двинулась. На открытом недавно тизер-сайте мы узнали всего парочку достойных внимания новостей. Во-первых, предварительная регистрация в проект начнется 30 сентября 2024 года. А во-вторых, сам формат интерактивной карты, размещенной на тизер-сайте, намекает на то, что информация по игре будет открываться постепенно. Некоторая интерактивность во всем этом присутствует. Ну да, интерактивная карта, интерактивность вроде бы как все-таки должно быть. Тем не менее, можно вот эту вот фигурку просто подвигать. Это наш монарх, который отправляется в путешествие с вот этого острова. Ну и разумеется, вот здесь просто как бы у нас тут сразу этот тизер-трейлер, который мы посмотрели. Можно подвигать его вот сюда, появляется какое-то описание. Я сразу хочу сказать, я могу, в общем-то, приложить перевод, я все это дело перевел, просто не хочу мучить вас автоматическим переводом с корейского, тем более, что яснее не становится от слова совсем. Все такие же расплывчатые формулировки. Ну и, собственно, вот на текущем этапе можно дойти вот до сюда. Короткие мувики все это дело сопровождают. И вот уже отсюда, вероятнее всего, надо ждать, подробности появятся позже. Но все равно, вот это вот все, то, как это выглядит, знаете, ну, как-то у меня лично по-прежнему не ассоциируется с новой ММО. Из понятных моментов. Сопровождает тизер-трейлер ремейк музыкальной композиции Recluse, и под все это дело принц Дефодж путешествует по миру. Нужно отметить знакомому и узнаваемому миру. Да, судя по всему, он посетит множество ключевых локаций франшизы, начав свой путь с корабля на Talking Island. Вероятнее всего, по дороге ему предстоит также изничтожить некоторое количество монстров и боссов. В одиночку или нет, вопрос остается открытым. Итак, предположения. Они, разумеется, разнятся. Вот как я уже упоминал, очередной кроссплатформенный дрочильни с гачей, до чуть ли не кооператива с персонажами и все с той же гачи. Да, в этом вопросе игроки единогласны. Как будто бы если NCSoft на что-то и способна в плане новой линейки, то это все равно будет что-то с мощным таргетом на кошельки. Если говорить конкретно о моем мнении, то мне кажется, что это даже не игра, а какая-то затравка перед основной игрой. И если уточнить перед какой игрой, то как раз таки, мне кажется, речь идет о каком-то продолжении Lineage W. И, кстати, ну вот возвращаясь к вопросу о гачах-хреначах, понятно, что Throne and Liberty это не про канала, потому что там был прицел на глобальный рынок. Но вот здесь, как мы выяснили, вероятнее всего, речь идет непосредственно про азиатский рынок. И, судя по, скажем так, интересам этого самого азиатского рынка, вот как раз таки кроссплатформенное дрочильня будет смотреться там очень и очень недурственно. Дойдет ли очередь до нас? Ну, знаете ли, если смотреть на Lineage W, то очередь так и не дошла. Может быть, на этот раз у NCSoft получится, кто его знает. Но если это будет гача-хренача, то ждет эту гачу-хреначу, в принципе, та же судьба, что и Throne and Liberty. Потому что, как бы, западные игроки кушать такое не будут. Ну или будут, но в очень и очень ограниченном количестве. И не думаю, что NCSoft устроит какие-то полумеры с учетом затрат на разработку и локализацию. С другой стороны, может быть, все это дело вообще не про западный рынок, а английский прикрутили для пытливых умов тех, кто захочет играть на Корее, как мы это могли наблюдать в корейской версии TL. В любом случае, я бы, честно говоря, пощупал новую линейку, чем бы она там ни оказалась в конечном итоге. Пишите свое мнение относительно этой грядущей ММО, не ММО в комментариях под этим роликом. Ну а мы, как всегда, продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.